Полезные хитрости при работе с ламинатом. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Что нужно учитывать при работе с ламинатом? Полезные хитрости и советы для вас. Ламинат является достаточно простым материалом в плане укладки, однако существует несколько нюансов, на которые домашние мастера закрывают глаза. Мы предлагаем рассмотреть основные правила, которые стоит учитывать при работе с таким напольным покрытием. В первую очередь следует покупать ламинат с запасом. Прежде чем рассчитать требуемый объем материала, необходимо добавить сверху еще около 10%. В противном случае вы попадете в затруднительное положение. Дайте ламинату привыкнуть к вашему дому. Ламинат всегда меняет форму в зависимости от окружающей температуры. После покупки вы получаете напольное покрытие, которое долго хранилось на складе. Температура и влажность там серьезно отличаются от домашних показателей. Если сразу начать укладку, ламинат будет менять свою форму постепенно. Поэтому в итоге он потрескается и начнет образовывать волны. Чтобы не потерять время и деньги, следует дать материалу немного акклиматизироваться. Оставьте его в комнате, для которой он предназначен, на 3 дня. Так он сможет качественно адаптироваться и после будет легко укладываться. Выровняйте базовый слой. Ламинат относится к крайне чувствительным к неровностям материалам, поэтому пол должен быть очень ровным, но допускаются ямки или бугорки высотой не более 2 мм. В противном случае напольное покрытие будет скрипеть, прогибаться, после чего повредится замковая система и произойдет расхождение ламелей. Подложка в данном случае не поможет. Проверка ровности базового пола происходит не на глаз, а с помощью штукатурного правила или уровня. Все неровности, высота или глубина должны быть устранены. Ямки замазываются раствором, а бугры шлифуются. Обратите внимание на качество подложки. Производители ламината всегда рекомендуют укладывать материал на подложку. Она защищает от влаги и различных негативных воздействий. Если ламели будут регулярно подвергаться сырости, то они начнут расширяться, и весь пол в скором времени станет деформированным. Кроме того, подкладочные изделия обладают тепло- и звукоизолирующими свойствами, выполняют функцию амортизирующего слоя для напольного покрытия. Подложки между собой соединяются клейкой лентой. Если ее нет в комплекте, следует воспользоваться обычным скотчем. Но не стоит применять слишком жесткий скотч, поскольку впоследствии он будет шуршать под ногами. Оставляйте зазоры между стенами и ламинатом. В зависимости от времени года влажность и температура в доме постоянно изменяется, из-за чего ламинат начинает расширяться и сжиматься. Поэтому необходимо оставить пространство для расширения. Зазор должен быть около 15 мм. Сделать их можно при помощи колышков, обрезков ламината, клиньев. По окончании работ они убираются. Несколько советов по укладке ламината. Начинать укладку следует с ближайшего к окну угла. Сперва необходимо нарезать язычки замковой системы с той стороны, с которой ламели будут прилегать к стене. Остается начать выкладывать первый ряд. Следующий ряд начинается с обрезанного куска из предыдущего. Все ламели должны быть одинаковой длины. Последний ряд намного труднее уложить и прикрепить к предпоследнему. Используется струбцина или скоба, чтобы притянуть все элементы. Ширина каждого ряда не должна быть меньше 5 см. Во время укладки следует следить, чтобы ламели не были перекошены или двигались. В последнем случае пол потеряет свою пригодность через несколько месяцев. Необходимо заранее подумать о схеме укладки. Так работы будут выполняться намного быстрее и качественней. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.